вид дистанции, который важен с родственниками, чтобы с ними были, чтобы была возможность, вообще условия построить с ними отношения, которые будут вам комфортны, это финансовая дистанция, да. То есть вы должны быть полностью независимым, автономным человеком. Вы, или если мы сейчас говорим про отношения свекровь, заловка и невестка, то семья, свекровь, да, сына, вот жена, сын, как семья, как отдельная такая ячейка, должны быть финансово полностью независимы от его мамы. Иногда людям сложно, потому что иногда проще, легче брать у кого-то деньги, особенно если родственник, например, мама мужа, достаточно состоятельна, реально может помогать, реально хочет помогать, да, но она тогда делает вас зависимым. Она предлагает как бы семье своего сына ему: станьте от меня зависимыми. И если люди это принимают, соглашаются, то тогда невозможны здоровые отношения, потому что здесь как будто срабатывает такая грубая немного поговорка: кто платит, тот и заказывает танец, да, тот и танцует, вот что-то такое. Как она звучит, напомните мне. Если мы финансово зависимы от кого-то, мы уже не свободны в наших выборах, мы вынуждены где-то подстраиваться. Как только мы вынуждены, реально, физически вынуждены подстраиваться под родственников, мы не свободны сделать себе ту дистанцию от них, чтобы нам было хорошо. И тогда это отношение через потребность где-то терпеть. Например, если человек работает на работе, он же зависим от своего, например, начальника, правда? Он же финансово зависим, он ходит на работу, ему нужна эта работа, ему нужны деньги. Но отношения, смотрите, что важно, да, начальника и работодателя, и того, кто работает, они имеют как бы очень четкий контракт. В идеале должны иметь. Сколько часов ты будешь работать, когда я имею право тебе звонить, беспокоить. То есть это либо четкий контракт, какие-то нормы, рамки, либо они бывают более гибкими, как-то люди договорятся, но все равно там есть границы. И в норме работодатель и сотрудник наемный, да, не являются вот в этой связи 24/7 постоянно. А что мы сталкиваемся, с чем с родственниками, почему проблемы? Да потому что они могут прийти часто к нам домой, когда нам не хочется, да, принести какие-то свои вещи, например, или просить нас что-то сделать. А договоренности-то нет, как это будет. И поэтому очень сложно, потому что если работодатель еще вам попадается какой-то, совсем нарушающий договоренности, да, у вас есть выбор, опять-таки. Вы можете уйти с этой работы, пойти найти другую, где работодатель будет лучше. А маму мужа-то не поменяешь таким образом, правда? Вот здесь отсутствует выбор. И тогда, чтобы этот выбор все-таки у вас был хотя бы на то, как далеко быть от этого человека, родственника, очень важно иметь финансовую полную независимость. Все, что я говорю, не надо сейчас идеализировать, да, я говорю про некий эталон идеальный, к которому хорошо бы стремиться. При этом все, что говорят психологи, не нужно в жизни вводить прям 100% так. Теоретическая психология очень сильно отличается от практической, потому что на практике это нужно как-то интегрировать в свою жизнь, применять, но по ситуации. То есть иногда, конечно, муж и жена могут быть зависимы финансово от его мамы, если это какой-то, знаете, этап, когда мы договорились, что нам, допустим, нужен год, чтобы встать условно на ноги. Например, муж пошел осваивать новую профессию, которая в перспективе будет давать ему возможность хорошо зарабатывать. Жена в этот момент, к примеру, с маленьким ребенком в декрете не может ходить на работу. И тогда они могут принимать помощь матери его, но при этом понимая, что дистанцию не могу сейчас сделать так, как хочется полностью, вынуждены подстраиваться, но мы знаем, что это временно, а наша психика все, что временно, воспринимает существенно легче, чем когда мы в каком-то неприятном процессе, который будет неизвестно сколько времени. Поэтому я сейчас рассказываю вам идеальную модель, к которой мы стремимся, но смотрим по ситуации.